Приветствую всех на канале Горизонт событий. Сильный шторм обрушился на Южную Флориду с ураганным ветром и дождем. В Майами-Бич был зафиксирован порыв скоростью 75 миль в час. Регион получил существенные повреждения от урагана, повалены сотни деревьев и сорваны крыши, десятки улиц оказались затоплены. Из-за сильного ветра и поднятых им волн пострадала инфраструктура на побережье. Последствия разгула стихии пока еще только оцениваются. Тысячи людей пострадали на Африканском роге за последние недели в результате сильных дождей и ливневых паводков. Об этом сообщила гуманитарная организация Save the Children. Из-за экстремальных погодных условий в регионе на северо-востоке континента уже вынуждены были покинуть свои дома более 770 тысяч человек. Особенно сильно пострадали Кения, Сомали и Эфиопия. В регионе прогнозируются новые сильные дожди. По данным гуманитарной организации, проливные дожди на севере Кении и в столице Найроби вызвали широкомасштабные наводнения с октября, в результате которых 36 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В региональной столице Сомали Белидуэне, расположенной в центре страны, около 90% жителей потеряли свои дома из-за наводнения. В общей сложности в Сомали почти 500 000 были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них в юго-западном регионе Бей. По данным организации Save the Children, есть пострадавшие также в результате наводнений и оползней в регионах Гамбела, Афар и Сомали, соседней Эфиопии. Эти наводнения – последние в череде экстремальных погодных явлений на Африканском роге. Регион недавно пережил одну из самых сильных засух за последние десятилетия. До начала мощных ливней осадков не было несколько периодов подряд. Сильный шторм накрыл бразильский город Жируа в штате Риу-Гранди-ду-Сул и вызвал хаос. Сильными порывами ветра сорваны крыши зданий, повалены сотни деревьев и оборваны линии электропередачи. В Аугуста-Пистана разразилась гроза с проливным дождем, во время которой пошел сильный град. Градом повредило крыши некоторых зданий и автомобилей. Крупный град прошел также и в муниципалитете Зартеа. Огромное количество осадков выпало в Альто-Вале в штате Санта-Катарина. Это привело к сильному разливу рек и наводнениям. Потоки воды были такой силы, что с легкостью уносили тяжелые автомобили. Десятки дорог оказались размыты, нижние этажи зданий затоплены. Власти ввели чрезвычайное положение. Сильный шторм обрушился и на Парагвай. В городе Энкарнасьон выпал крупный град. В результате пострадал урожай, автомобили, также зафиксированы повреждения крыш в жилом фонде.
Проливной дождь, прошедший во вьетнамском городе Хюэ, стал причиной затопления тысячи домов и заблокировал шоссе. Целые кварталы оказались отрезаны, машины в воде по самую крышу. Спасатели на лодках эвакуируют оказавшихся в западне людей. По словам синоптиков, дожди в регионе могут продолжиться. Очередной выброс пепла произошел сегодня утром на японском вулкане Сакурадзима на полуострове Асуми острова Кюсю в японской префектуре Кагасима. До 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, но в результате извержения она была соединена потоками лавы с полуостровом Асуми. Высота вулкана составляет 1117 метров. Также активная деятельность продолжается на вулкане Попокатепетль в Мексике. Он снова выкинул в небо столб пепла на многокилометровую высоту. Шлейф пепла протянулся на сотни километров и представляет опасность для авиации. Попокатепетль – вторая по высоте гора Мексики после пика Арисаба, и его высота составляет 5426 метров. Вокруг вулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбло с восточной стороны, Тласкала с северо-востока и на северо-западе город Мехико с общим населением более 20 миллионов человек. Удивительные кадры неба во время заката в американском штате Флорида. Небо буквально пополам разделила вертикальная полоса. А на этих кадрах лентикулярные облака, которые наблюдали жители французского острова Корсика. В среду сильные проливные дожди затопили проспект Маликон в столице Кубы в Гаване. Это создало серьезные пробки, автомобилистам пришлось объезжать опасное место. И напоследок кадры вулкана Безымянного, полученные во время облета Ключевской группы вулканов 16 ноября. Спасибо за просмотр.